Всем привет! Хотел же заснять видео по ремонту ходовой. Ну, скажу честно, не было у меня времени этим заниматься. По-быренькому перекидывал, потому что остатки запчастей, пришли мне 29 числа. Вот. Э, не было времени. 29 декабря, Новый год, все дела. Не до того было. Быстро надо было поменять это все. Потому что машина не на ходу была разобрана. Вот эти сайлентблоки повыпрессовывал, все вот это. Сейчас попробую, конечно, там вставить видео. Пару сайлентблоков, как я выпрессовывал, запрессовывал. Ну, там они такие больше шуточные. Но смысл в том, что вот этот сайлентблок, как вы видите там дальше на видео, он выпрессовывается, и не обязательно его покупать. Вот смотрите, цена вот этого сайлентблока Фэби, по-моему, Фэби, у него название. Там тоже снимал как раз его номер. Это на нижнем рычаге. Цена его 350 рублей. Вместе с корпусом стоит 750. Смысл менять с корпусом, если можно поменять отдельно. Все это делается на прессу. Никакие тиски вам не помогут. Забудьте про это. Если у вас нет пресса, или у знакомых, у кого пресса нету, не лезьте туда. Вот. Тут еще нету вот этих длинных сайлентблоков. Я их не знаю, где-то они, валяются. Грубо говоря, вот такой сайлентблок получается. Но это не важно. Вот такая вот херня, Это у нас отсюда получается. Это, не важно. Еще я хочу посоветовать, ребят, если нет у вас ключей, головок, таких размеров, как 18, 21, 16, даже и не думайте лезть туда, отгоните в сервис. Конечно, с вас возьмут много денег, но, по крайней мере, вы не пойдете покупать головки, которые вам, по жизни, не знаю, нужны, не нужны, А вот если вы собираетесь, сразу можете запасаться головкой 16, 18, 21, 34 это наступится. Вот я специально головку себе покупал. Но опять же такой прикол. Взял новый привод, а у него уже гайка не на 34 на внешней гранате, а на 36. Вот. Ну, в итоге у меня головки на 36 опять же не оказалось. Я закрутил старую гайку. Там неважно, можно и старую закрутить. Вот, закрутил старую гайку, зафиксировал, и все нормально. Так, на 34 теперь у меня там. Вот. И поменял еще вот ремешочек, Ремешочек вовремя. Правда, горы ему еще не заглядывал, но я тоже заглянуть. Я предполагаю, что там такая же херня может быть. Вот такой вот ремешочек. Уже очень уставший. Надо, посмотреть, что там с ремнем ГРМ. Вот, и разобраться еще с одной проблемкой. Ребят, может, кто знает, кто подскажет. Ситуация такая. На холодную, в принципе, да, вот на холодную заводишь машину. Работает повышенные обороты, прогревочные. Какое-то время работает, потом начинают обороты падать. И выскакивает ошибка. Ошибка P0 133, по-моему, как-то так она называется, если не ошибаюсь. Типа как пропуски зажигания. Опять же, через автоком она показывает пропуски зажигания, или там неправильные вспышки, как-то так она, формулирует. А через обычную ELM-ку показывает та же ошибка, и только расшифровывает ее как неправильные показания датчика коленвала. Вот. Появляется эта ошибка. Вместе с ней появляется значок ESP, красным горит. И начинает чек моргать. Машина не набирает больше 3000. И троит там как-то неправильно работает. Моментами даже пытается заглохнуть. Блин, куда лезть, пока не предполагаю. Может, вы меня куда-нибудь натолкнете. Вот. Вот такая вот херня. Вот жду советов в комментариях.
Было бы интересно узнать. Вот. А чтобы дальше она поехала, машина, просто вот ошибки удаляешь, и все, дальше машина едет, все нормально. Если как бы машину не прогревать, сразу сел и поехал, то как бы этих ошибок не выскакивает, машина спокойно, нормально едет. Хер его знает, что это такое. Вот. Ну ладно, сейчас я дальше вставлю видосы, где я там менял сайлентблоки на нижних рычагах. Ничего там сложного нету. Вот. Так что смотрим, подписываемся на канал, ставим лайки и комментируем, кто что скажет. Все, всем пока, счастливо. Так, ну что, поставили мы сайлентблоки. Вот смотрите, кому надо номера. Вот это большой сайлентблок. Вот это маленький сайлентблок. Сейчас поставлю на место это. Вот, и буду дальше продолжать. Там буду включаться. Как ставить буду, снимать не буду, потому что там, ну что, вставил, болты вставил, закрутил. Все, никаких дальше проблем нету. Вот. Давайте. Этот сайлентблок так хоп. Вот это, наверное, сейчас придется срезать шлифмашинкой. Чтобы по-другому, ну, пальцами не могу ее снять. Вот выбрисовали вот это, короче, детали эту пришлось вот распилить, короче, сбить отсюда. Теперь, короче, будем одевать сюда вот такой сайлентблок. Вот его фирма, номер, если кому надо. Best. Что за фирма, хрен его знает. Ну, сейчас, короче, сделаем, покажем. О. И вниз. Сюда сейчас так, хоп. Смотрите, главное, чтобы, короче, одеть правильно. Вот эти, как типа направление показывает. И на вот этой штукенции, вот видите, она тоже. То есть они должны, ну, грубо говоря, вот так вот. Хопс. Сейчас покажу. Смотрите, короче, надо, чтобы получилось вот так. Видите, вот это как указатель получается. Все, теперь можно следующий. Давайте сейчас этим и займемся. Ну вот и все. Теперь надо вот это туда.